Она не срывается в штопор. Вообще. И блесна все время пытается встать на ребро. Она осыпается, переваливается на ребро, покачивается. Хариус, голавль, ясь, сиг, окунь, форель, ленок, голец. И все это, заметь, на голую блесну. Привет. Сегодня у нас, такое захватывающее погружение в мир современной рыбалки. Будем смотреть, как там переосмысливают привычные вещи. У нас тут подобрались материалы и статьи и видео про одну, очень неординарную блесну, называется «Провокация плотвы». И еще про ассист-крючки, тоже интересная концепция. Давай разбираться, что это за инновации такие, как они работают и почему это может быть интересно. Окей, поехали. Начнем, наверное, с самой блесны, провокация плотвы. В источниках ее прям называют чуть ли не революцией. Что ж в ней такого особенного? Слушай, самое главное отличие – это геометрия. Она вот совершенно не классическая. Обычно ведь как? Блесна к носу сужается. А здесь все наоборот. Носовая часть, такая лопатка, она заметно шире хвоста. И это дает, просто поразительную стабильность. Она не срывается в штопор. Вообще. Ни на какой скорости, понимаешь? И в любом течении. Ни на какой скорости, интересно. Да. И ключевую роль в этом, насколько я понял, играет вот эта носовая часть. Это такая лопата. Точно. Она так и называется «носовая лопата». И это не просто дизайнерский элемент, это, по сути, система управления. Автор в видео объясняет, что, подбирая угол атаки этой лопаты, можно заставить блесну идти там, где нужно, на определенной глубине. Именно. Либо держать горизонт, либо уверенно заглубляться. Прикрывает узкое тело блесны и стабилизирует ее. Даже на сильном течении, при резкой проводке, получается, что сила потока, она на стороне рыболова. Так, это интересно. А сама игра, вот на равномерной проводке, что происходит? Пишет, что игра очень четкая, ритмичная. Такие довольно мощные колебания. И блесна все время пытается встать на ребро. И вот тут любопытный момент, говорят. Она больше имитирует не малька, а какое-то насекомое. Насекомое. Для плотвы это, наверное, актуально. Но вот где, судя по всему, начинается настоящее волшебство, это паузы. Да. Вот это описывается очень живо. На паузе она не просто тонет камнем. Она осыпается, переваливается на ребро, покачивается. Буквально танцует вокруг себя. То есть это уже не просто кусок металла, а продуманный такой инструмент. А как она играет-то в воде? Вот. На равномерной проводке игра очень четкая, такая активная. Хвост сильно колеблется, блесна как бы пытается на ребро встать. Но самое, пожалуй, интересное, как пишут, происходит на паузе. Она не просто тонет камнем, нет. Она начинает медленно так осыпаться. Качается, переваливается с боку на бок. Осыпаться. Да, и это движение, оно прям гипнотизирует рыбу. Очень привлекательно. Материал там медь, и толщина миллиметра или полмиллиметра, она влияет на скорость вот этого осыпания. И на нюансы игры, само собой. Понятно. Звучит интригующе. А где на нее лучше ловить? Особенно если с ультралайтом, как советуют. Ультралайт, да, это для нее идеально. Лучшие места — это реки, спокойные плесы, обратки за всякими корягами, затопленными деревьями, мелкие проторки. Летом ищи у травы, весной или осенью у бровок, у ямок каких-то. А в стоячей воде, на прудах, озерах — это кромка камыша, кувшинки, коряжник. А ультралайт, то есть легкая снасть, тоненький шнур, он позволяет вот эту малявку, она же 37 миллиметров, весит грамма 3,5, контролировать просто филигранно. Так, размеры самой блесны тоже есть. Примерно 37 на 17 миллиметров, вес около 3,65 грамма. А сама техника? Сложно? Нужно что-то особенное уметь? Да вот в том-то и дело, что нет. Удивительно просто. Основная проводка медленная, равномерная. Вот просто крутишь катушку потихоньку, и все, блесна сама работает. Паузы, конечно, добавляют привлекательности, особенно окунь это любят, голавль. А вот для плотвы, красноперки, как пишут часто, лучше чистая равномерка, без остановок. Главное тут не спешить. И забросы лучше делать короткие, но точные. И кто же на нее ловится? Я посмотрела список, в материалах он просто поражает. Ого! Да, список для такой малютки впечатляет, это правда. Плотва, красноперка, само собой, название обязывает. Хариус, голавль, ясь, сиг, окунь, форель, ленок, голец.
И все это, заметь, на голую блесну, без всяких там червяков или опаршей. Вот, и как раз тут мы подходим ко второй теме – крючки. Вместо привычных тройников и на этой блесне, и вообще сейчас часто используют так называемые ассист-крючки или подвязки. Что это за штука? Ассист — это, по сути, один или два одинарных крючка. Они крепятся к приманке не жестко, а на коротком, но очень гибком поводочке. Поводок этот из специального прочного шнура делают. И часто крепят прямо к блесне без заводных колец. Идея, кстати, как источники подчеркивают, совсем не новая. Миновые. Да, что-то похожее ведь использовали коренные народы Севера. Есть даже упоминание стаи мыра еще из 80-х годов. А японцы, они мастера это дело доводить до ума, они это усовершенствовали, конечно. С новыми материалами, все такое. Но в чем преимущество? Интуитивно кажется, что тройник 3 жала. Это ж надежнее должно быть. А вот и нет. И тут в дело вступает физика и то, как рыба атакует. Во-первых, сама засечка. Легкий крючок, одинарный, да еще на гибкой связке. Его рыбе гораздо легче всосать вместе с водой, особенно если атака такая, знаешь, осторожная, сбоку или в голову приманки. Часто еще на сам крючок маленькую мушку вяжут. Это как точка прицеливания для рыбы работает. Ага. А во-вторых, и вот это, наверное, самое главное, это вываживание. Тройник, он ведь создает жесткий рычаг. Приманка тяжелая, тройник жестко сидит, и когда рыба начинает биться, мотать головой... Она сама себе помогает сойти. Именно. Она весом приманки и этим рычагом разбивает себе губу или просто выворачивает крючок. Сколько сходов из-за этого? А с ассистом этого рычага нет. Понимаешь? Блесна-то болтается свободно на шнурке. Рыба борется только с легким крючком. В результате сходов в разы меньше. И гуманнее это, конечно. Рычаг действительно очень логично. Сразу вспоминаются вот эти обидные сходы прямо у лодки или у берега. А зацепы – это же вечная боль рыболова. И тут ассисты выигрывают, причем значительно. Сам подумай. 1 или 2 крючка цепляются за коряги, за траву гораздо реже, чем 3 жала тройника, которые торчат во все стороны. Проходимость приманки, особенно в сложных местах, просто несравнима. Плюс еще момент. Нет тяжелого тройника, значит, легкая приманка, как вот эта провокация плотвы, играет еще свободнее, живее. Звучит, прям очень убедительно. Получается, вот эта блесна провокация плотвы со своей подвязкой – это как раз идеальный пример этой философии. Точно. Это система. Продуманная геометрия и игра блесны, плюс правильный, легкий, подвижный крючок. Именно эта комбинация дает шанс поймать даже такую осторожную, мирную вроде бы рыбу, как плотва, на спиннинг. Важно еще размер крючка подобрать. Там рекомендуют номер 8 летом, а зимой можно и мельче, номер 12. И еще советуют медь просто полировать, не красить ее. Итак, давай попробуем подвести итог. Что у нас получается? С одной стороны, блесна с очень необычной геометрией, которая дает и стабильность, и какую-то совершенно особенную игру на падении. С другой, концепция вот этих ассист-крючков, которая, оказывается, не такая уж и новая, но решает кучу проблем классических тройников. Да, именно так. Улучшает засечку, радикально снижает сходы за счет этого отсутствия рычага и уменьшает зацепы. И это прекрасный пример, как мне кажется, того, как можно пересмотреть что-то привычное. Совершенно верно. Взглянуть на основы, на физику процесса, может быть, даже вспомнить какие-то старые, почти забытые идеи. И получить в итоге гораздо более эффективное решение. Но самое тонкое место, как я понял, это угол изгиба. Да. Автор сам в видео говорит, что это подбирается только на испытаниях, практически вручную, чтобы блесна и горизонт держала и не выпрыгивала из воды, и не зарывалась слишком сильно. Геморроя много, как он выражается, но результат того стоит. Именно. Это подчеркивает такой почти ремесленный, штучный подход к созданию приманки, не конвейер. И вот какая мысль у меня возникла, пока мы это обсуждали. Весь этот фокус на ручной доводке, на подбор угла, толщины материала – это ведь почти искусство. Да, ремесло в лучшем смысле слова. И вот вопрос. А насколько такой подход, такая, можно сказать, индивидуализация инструмента, контрастирует с миром массовых штампованных приманок? Что рыболов находит или, может быть, теряет, выбирая между таким тщательно настроенным, почти персональным инструментом и старой, доброй, проверенной, но универсальной классикой? Интересный вопрос для размышления. Оставляет пищу для ума.
И вот, знаешь, мысль напоследок, которая возникла, пока читали материалы, если удалось так, можно сказать, революционно переосмыслить такой базовый элемент, как рыболовный крючок, который казался вечным и неизменным, то сколько еще вокруг нас таких вот привычных вещей, не только в рыбалке, вообще в жизни, которые на самом деле скрывают огромный потенциал для улучшения. Стоит только взглянуть на них под другим углом, возможно, даже вспомнить чью-то давно забытую мудрость. Вот над этим стоит подумать.